Вы на канале Смачно. Праздничный стол – это всегда поиск чего-то особенного. Сегодня я покажу 5 вариантов брускет, которые перевернут ваше представление о закусках. Брускетта с креветками и пастой том-ям – взрыв вкуса. Трюфельный крем с пармезаном – изысканно и просто. Риет из копченой курицы с гранатовой икрой – пошаговый лайфхак. Брускетта с хумусом и вялеными томатами – быстро, вкусно и полезно. Классика с ветчиной и горчицей – сытно и красиво. Список всех ингредиентов будет в описании под этим видео, а я начну готовить. Сначала займусь багетом. Нужно нарезать толщиной 1–1,5 см, не больше, и подсушить любым удобным для вас способом – на сухой сковороде, в духовке, на гриле или в тостере. После того, как я подготовила хлеб, приступаю к начинкам. И первая – азиатская эстетика – брускетта с креветками и пастой том-ям. Топ вкуса для меня на сегодняшний день. Креветки у меня сырые, я их замариную. Соль, свежемолотый черный перец, сушеный чеснок и сладкая паприка. Еще несколько капель оливкового масла. Перемешиваю и можно через пару минут готовить. Разогреваю ложку оливкового масла и выкладываю креветки. Жарю их буквально 2–3 минуты, не больше, переворачивая при необходимости. Конечно, вы можете использовать уже готовые креветки. В качестве намазки или крема я буду использовать сливочный сыр и пасту том-ям. Эту пасту можно приобрести в любом крупном супермаркете или на маркетплейсах. У нее очень интересный и свежий вкус, она острая, но если добавлять ее понемногу, то получается очень вкусно. На 100 граммов сливочного сыра я добавила чуть меньше чайной ложки пасты. Хорошенько все вымешиваю. У меня масса получилась слегка островатой, но я такое люблю. Я переложила ее в кондитерский мешок с насадкой. Еще буду использовать черный кунжут и лайм. Собираю брускетту, на хлеб отсаживаю крем, выкладываю креветки, добавляю кусочек лайма. В этом сочетании лучше использовать лайм, но можно взять и лимон. Посыпаю семенами черного кунжута. Можно добавить еще веточку микрозелени. Это правда идеальное сочетание всех продуктов. Попробуйте обязательно. Второй вариант брускет – трюфельный деликатес. Для него я буду использовать трюфельную пасту, пармезан, яйца и зеленый лук. Еще может понадобиться майонез или сметана. Яйца я отварила, вынимаю желтки. Добавляю к ним натертый пармезан и ложку трюфельной пасты. Если нет пасты, можно использовать трюфельное масло. Эти продукты также можно купить в супермаркете. Все хорошенько разминаю вилкой. У меня масса получилась суховатой, поэтому я добавлю 2 чайные ложки сметаны. Попробуйте массу на вкус и при необходимости добавьте черный перец и соль. Перекладываю массу в кондитерский мешок с насадкой. Белки натираю на мелкой терке. Перья зеленого лука нарезаю. Собираю брускетту. На хлеб выдавливаю крем. На одну половинку выкладываю натертый белок и украшаю перьями зеленого лука. Еще одна брускетта для гурманов готова. Третий вариант – брускетта с риетом из копченой курицы и гранатовой икрой. Магия на кухне – мой повод для гордости. Я приготовила гранатовую икру. Да-да, настоящую молекулярную икру из сока. Это проще, чем кажется, но выглядит на миллион. Сразите всех наповал. К тому же приготовить икру можно заранее и использовать для украшения не только в брускеттах, но и в других блюдах. Итак, мне понадобится 100 мл гранатового сока, 10 граммов желатина любого и 100 граммов растительного масла без запаха. Масло сразу убираю в морозилку, оно должно быть холодным. Желатин. У меня листовой, поэтому я его просто заливаю холодной водой. Можно использовать любой желатин в таком же количестве.
У меня гранатовый сок. Сок лучше брать без сахара, лучше, если он будет с кислинкой. Сок подогреваю, желатин отжимаю и отправляю в горячий сок. Перемешиваю до полного растворения желатина, после чего убираю в холод. Так как сока было немного, он довольно быстро остыл. Шприцом набираю еще жидкое желе и по капельке выдавливаю в холодное растительное масло. Желе моментально застывает и получаются икринки. Есть один нюанс. Если ваше желе начнет загустевать, как у меня, то икринки будут получаться крупные. Если вы хотите сделать маленькие икринки, то масса должна быть жидкой. Если масса начала густеть, то растопите ее в микроволновке импульсами по 5 секунд. Вот сколько икры получается. Достаю ее на ситечко и промываю под проточной водой. Откидываю на сито и даю воде стечь. А пока подготовлю сам риет. У меня сливочный сыр, копченое куриное филе, зубчик чеснока и немного обычных сливок. С филе срежу копченую корочку, чтобы риет был однородным, и нарежу мясо небольшими кусочками. Соединяю все ингредиенты и пробиваю погружным блендером. Если масса сильно плотная, то сливок можно добавить чуть больше. Готовую массу перекладываю в кондитерский мешок. Собираю брускетту. Выдавливаю крем и раскладываю икринки. Добавляю веточку микрогрина и готово. Четвертый вариант – спасение, когда гости на пороге. Хумус и вяленые томаты – классика, которая не надоедает. Очень быстро, вкусно и интересно. Намазываю тонким слоем хумус на весь хлеб. У меня хумус с вялеными томатами и базиликом, но можете использовать с другим вкусом. Затем с одной стороны делаю волну, а на другую выкладываю вяленые томаты. Посыпаю орегано и добавляю веточку микрозелени. Готово! Просто, вкусно и интересно. У меня на канале есть рецепты вкуснейшего хумуса и вяленых томатов. Ссылки на эти рецепты оставлю в описании под этим видео. Хумус своими руками – это просто и очень вкусно. И пятый номер – основательная брускетта с карбонатом сувид и пикантными огурчиками. Сытный финал. Огурцы у меня для бургеров уже нарезанные, готовила я их сама. Ссылку на рецепт оставлю в описании под этим видео. Они превосходны для бутербродов, бургеров, шаурмы. Смазываю хлеб сливочным сыром. Выкладываю огурчики. Сворачиваю ветчину и кладу сверху. Немного горчицы в зернах и зелень для красоты. Мясо на такие брускеты можно брать любое. У меня это свиной карбонат сувид. Я готовила его в прошлом выпуске. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Вот такие интересные вкусы я сегодня для вас собрала. Такие начинки можно подавать не только на хлебе. Можно использовать крекеры, тарталетки, профитроли и даже круассаны. Какой вариант вам понравился больше? Напишите в комментариях. И не забудьте заглянуть в плейлист с фуршетными закусками. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Смачно и готовьте с удовольствием. Впереди еще много вкусного.